5 игровых мониторов, и не только игровых, которые, ну уж точно стоят своих денег, на канале Технозон на зиму и, наверное, уже на весну 2024 года. Поехали! Слушайте, ну данный топ родился из-за вопросов. Говорит, ну слушай, ты же там на Твиче играешь, там стримишь свои игры, а какой ты монитор используешь? Ну я использую монитор Asus, я покажу вам сегодня на первом месте, его поставил, потому что есть у меня определенные моменты. Но дело в том, что у меня не совсем игровой монитор, я его сочетаю как дизайнерским и игровой, и действительно, и плюс еще и посмотреть кино на нем можно с очень правильными частотами, объясню чуть позже. Перед этим, кстати, подпишитесь, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши обзоры, а еще ссылки на вот все то, что я буду сейчас обсуждать, я разместил в описании под видео. И знаете как, вот стал вопрос, а если брать игровой монитор, и при соотношении хорошей цены, хорошего качества, или монитор, который можно взять подешевле, но чтобы он был по-настоящему игровой, или некоторые спрашивают, а вот совсем топ монитор за свои деньги и именно игровой, чтобы там вообще ну просто там нереальный был, но не сильно большой. Как-то так. В общем-то, 5 мониторов, поехали. На пятом месте я разместил Odyssey G5, 27-дюймовый красавчик от Samsung, он очень неплох, и на данном этапе он стоит всего лишь 9000 гривен, 2560 на 1440. И здесь вот прекрасно все, это то, что здесь есть в матрице, а это очень неплохие цвета. При этом 165 Гц, 300 кандел на метр квадратный у нас яркость, не самая топовая, но и не самая плохая, потому что именно за эти деньги. И час отклика 1 миллисекунда, соотношение сторон 16:9. Смотрите, я вам скажу, это не для киберспортивных моментов каких-то, это чисто для тех, кто любит классно поиграть, потому что киберспортсмены предпочитают иметь 24-дюймовый монитор с Full HD разрешением. То есть там в чем смысл? Дело в том, что 24 дюйма идеальный монитор для того, чтобы ты видел всю сцену сразу. То есть ты должен реагировать на любые движения там, да, в каких-то моментах, особенно те, кто играет в шутеры. Это вообще очень важный момент. В данном случае здесь WLED подсветка, антибликовое покрытие есть, 2500 к 1 у нас контраст. Моделька конкретно это 23 года. Прикольно это то, что есть HDR10+, с поддержкой AMD FreeSync, AutoSource Switch Plus, короче, там очень много различных фишек, и плюс у нас есть виртуальная точка прицеливания, то, что любят шутеристы, скажем так. Есть два интерфейса HDMI 2.0 и один DisplayPort 1.2 версии. Слушайте, очень прикольная тема на самом-то деле. И вот именно сейчас его цена 9000 гривен, хотя можно, в принципе, взять 31,5 дюймов. Ну, честно говоря, для меня великовато, особенно если стоит близко, поэтому, ну, такое себе дело. Советую всем тем, кто долго играет, потому что здесь есть технология Flicker Free, которая и Eye Care, которая сберегает, ну, скажем так, сохраняют ваше зрение. Это для детей поиграть, если долго любят посидеть. Нормальная тема. А если вы хотите поиграть дешевле, то есть бюджетнее, ну, примерно в тех же самых характеристиках, то тут у нас вылазит на сцену монитор Gigabyte 27 дюймов. Я, кстати, это все рассматриваю на Telemart.ua, ссылки закинул в описании под видео. Но здесь у нас уже ближе к геймерским таким киберспортивным решениям, хотя великовато пока что диагональ для киберспортивных моментов, но здесь у нас он стоит 7200 гривен, это то есть конкретно дешевле, да? При этом это 27-дюймовый SS IPS матрица с тем же самым временем отклика в 1 миллисекунду, 16:9 и 300 кандел на метр со 165 Гц частотой обновления. Но это у нас уже Full HD. Моделька 23 года тоже, и это 8-битная моделька, как в принципе и предыдущая. С такой же подсветкой WLED, с покрытием матовым, которое не будет давать блики, со статической контрастной
контрастностью 1000 к 1. Здесь 16,7 миллионов цветов. 2 HDMI 2.0 порта, один DisplayPort 1.4. Слушайте, очень даже неплохая штука. И тоже есть Flicker Free и Low Blue Light. Это тоже для сохранения глаз. Если вы долго проводите конкретно в играх, то поверьте, данная штука очень-очень классная. Хотя, опять же, для киберспортсменов она не подходит. Они обычно там контраст задирают куда-то в поднебесье им, чтобы там FPS дубасил куда-то побольше. Есть у него HDR, адаптивная синк-технология, AMD FreeSync. Ну, вы же понимаете, что те мониторы, которые поддерживают AMD FreeSync, если у вас GeForce, то зайдя, вы можете активировать G-Sync, но, скажем так, будет написано, что не сертифицирован монитор по G-Sync, но работать там G-Sync будет что на этом, что на Samsung. Это речь к тому, что там указано AMD FreeSync, и тут указано AMD FreeSync, поэтому это все будет работать. А вот для киберспортсменов мы тут подготовили кое-что другое. Это MSI 23.8 с Full HD и как раз с размером матрицы 23,8 дюйма. IPS матрица тоже с откликом в 1 миллисекунду, 16:9. Здесь частота обновления 170 Гц и яркость 250 кандел. При этом стоит такой монитор всего лишь 6000 гривен. Да, для игрового монитора это очень хороший показатель. Антибликовое покрытие. Это тоже 8-битная матрица с двумя портами HDMI 1.4 и одним дисплей портом 1.2. Тоже поддерживает AMD FreeSync. Давайте посмотрим чуть-чуть на его характеристики. Эта моделька не совсем новая, 2022 года. И здесь у нас уже идет 6 бит плюс FRC. То есть это не чистые 8 бит, это 6 бит плюс FRC. Но именно для киберспортсменов такая штука подойдет лучше, чем, допустим, те, которые были. 24 дюйма, напомню вам, которые вмещаются полностью, скажем так, в ваше поле зрения при нахождении близко к экрану. 170 Гц, так необходимые конкретно игровикам для того, чтобы вот максимально, при максимальном FPS четко видеть быстрее все остальные объекты, которые появляются в кадре. Ведь быстрота реакции, она очень важна именно для киберспортивных моментов. Понятное дело, что есть мониторы, у которых там и 380 Гц, и 500 Гц, там даже Asus есть какой-то. Но дело в том, что стоимость таких мониторов, мы же здесь обсуждаем те мониторы, которые действительно стоят своих денег, а не завышенная стоимость или заниженная. Нет. Тоже здесь AMD FreeSync, есть у нас тоже Flicker Free, Low Blue Light. И самое интересное, вы можете заметить, что я в данных мониторах не акцентирую внимание на соответствие какому-либо цифровому пространству, потому что эти мониторы, хотя, например, у этого монитора соответствие цифровому пространству sRGB 102%, допустим, у того же самого Гигабайта, давайте посмотрим, это будет 105%, и у того же самого Samsung будет приблизительно то же самое, то это не говорит, что на них ничего нельзя делать, там, допустим, там какие-нибудь дизайнерские штуки или графические штуки, но лучше, конечно, чтобы было 100%. Поэтому эти мониторы мы рассматриваем как игровые. А вот если говорить про топ-игровой монитор, не киберспортивный, а конкретно топ-игровой, то это уже там можно говорить об Odyssey о Samsung 34-дюймовом Odyssey OLED G8. Сейчас вы видите тут не в наличии, но он будет в наличии. И есть еще он в уценке, кстати, я посмотрел бы в уценке. А вообще цена его 40 тысяч гривен. И разрешение тут 3440 на 1440. Кстати, можете пойти по ссылке и посмотреть. Он должен появиться в наличии. Я звонил, узнавал, и мне обещали буквально через пару дней наличие именно этого монитора. Здесь у нас OLED-матрица. Отклик у нас 0,3 миллисекунды. На секундочку. Соотношение сторон 21:9, 250 кандел на метр квадрат. Это не совсем новая моделька, опять же, 22 год. Она чистая 10-битная. И именно тут вариант уже для топовых каких-то видеокарт, для того, чтобы выжать какое-то сумасшедшее разрешение, погрузиться полностью в какой-нибудь там открытый мир, например, Horizon или RDR 2, и на максимальной графике в 10 бит с HDR, кстати, на OLED-дисплее, здесь HDR 10+, и плюс дисплей HDR 400 True Black, честно вам скажу, это будет прямо топово. И тут у нас есть
есть и AMD FreeSync, и AutoSource Switch Plus, и у нас есть огромное количество различных игровых плюшек. Монитор просто топ. Я когда его потестил, я думаю, боже, будут деньги, куплю. Короче, монитор топовый, 175 Гц частота обновления. Очень советую. На первом месте я вам скажу монитор, который я использовал достаточно долгое время. Это монитор Asus 27 дюймов ProArt Display. И честно вам скажу, даже то, что там 5 миллисекунд время отклика, достаточно низкий отклик для того, чтобы поиграть, но не профессионально. Однако здесь очень хорошее разрешение 2560 на 1440, частота обновления 144, яркость 350 кандел на метр квадратный. Стоит это все дело 17 тысяч. Тут вы меня сейчас спросите, Бабл, ты, наверное, там тронулся. Ты говоришь сейчас про монитор за 17 штук, на первом месте 27 дюймов. Чем он лучше, чем, например, тот же самый там игровой G5, который стоит, ну вот он, да, игровой, который стоит там 9 штук, и он 27 дюймов на 165 Гц, и у него матрица VA, а теперь я вам расскажу. ProArt это дисплей, давайте я вам покажу, который поддерживает от 24 Гц до 144 Гц. И я вам объясню, это значит, что сюда можно подключить, например, TV-бокс на один из HDMI. Он на HDMI поддерживает 24 Гц. И с автофреймрейтом смотреть правильные фильмы. Очень многие меня спрашивают, а на каком мониторе можно посмотреть правильный фильм. Да, на этом мониторе 24 Гц, фулку, правда фулку, обычно ТВ-боксы не поддерживают 2К, но если на компе, допустим, смотреть через кодик с автофреймрейтом, то, блин, вы будете смотреть правильный фильм с правильными эффектами, без микрофризов в каких-то больших динамических сценах. Это очень круто. И это еще не все. Это достаточно свежая моделька 23 года, 10 бит, 8 бит плюс FRC. Тут мы с вами добираемся, что это 100% покрытие цветового пространства sRGB. А это именно профессиональный монитор для видеомейкеров, для дизайнеров. И плюс вы можете его совмещать с играми. У него пиковая яркость 400 кандел на метр. Есть DisplayPort, HDMI и еще есть USB Type-C. А еще есть у него AMD FreeSync, у него есть Adaptive Sync технологии. У него, вот за что цена, он калиброван Kalman, то есть у него есть сертификат по калибровке Kalman. Это цветовое, есть Asus ProArt пресеты, 10 режимов и есть, скажем так, соответствие, знаете, как это называется, цветовое соответствие дельта меньше 2, меньше или равно 2. А это значит, что это действительно подходит для профессиональных дизайнеров и видеомейкеров. Честно вам скажу, да, может быть, если смотреть как игровой монитор, он не совсем игровой, но как универсальный, и киношечка, и дизайнерский, и поиграть можно. 5 миллисекунд это не такая большая задержка, это действительно маленькая задержка по сравнению с какими-то простыми мониторами, там бывают задержки повыше. Поэтому для меня это топ-1. А я его презентовал, ссылки в описании под видео. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.